Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня интереснейший и необычный и самобытнейший микробренд Батискафа. Микробренд базируется в Гонконге, основан в 2021 году Андреем Трофимчуком, который является автомобильным дизайнером с богатым портфолио от Йомобиля до Great Wall. И давайте сейчас кратенько, наверное, расскажу про создателя, про историю бренда, а потом перейдем уже к часам. Благо, что часы, как видите, уже такие они носились, да, они с патиной, они уже с характером, и я думаю, что как раз-таки в таком виде наиболее интересно про эту модель и в целом про бренд рассказывать. Так вот, значит, по истории. Понятно, что у многих так начиналось с любви к часам, да, и вот конкретно у Андрея, ему понравились очень Panerai 382, да, Submersible корпус, и с тех пор он решил создать свой собственный бренд. Я думаю, глядя на этот бренд, сразу понятно, откуда, собственно, шло первоначальное вдохновение. Ну, а батискафа здесь с итальянского, да, батискаф, и, соответственно, в названии, как я лично вижу, да, перекликаются батискафы, дайверы и Италия, Panerai, да, панеристи, и поэтому итальянский язык, наверное. Ну, собственно, были запущены уже успешно проекты на Кикстартере, а это, как вы понимаете, сразу такой символ хорошего успеха. И первая модель, это Quadra 45, она как раз-таки сегодня на обзоре. Ну и, как видите, здесь классическая подушка. На мой взгляд, не совсем радиомир. Здесь есть определенные сильные такие глубинные, я бы сказал, отличия. Много бронзы, много патины поэтому будет. Видите, здесь получается достаточно небольшой циферблат и при этом большой корпус, широкий и необычное такое дизайнерское решение. Фишечка, я бы сказал, этих часов, то, что у нас часовые метки, они дублируются на корпусе. Они есть на циферблате, да, и они есть при этом на корпусе. Это интересно, я такого, честно говоря, никогда не встречал, это круто. Корпус нарочито массивный, брутальный, подушка такая, да. При этом вот этот контраст между массивным корпусом и небольшим циферблатом, он вот именно в данном случае, он так вот усиливает эффект того, что это как раз таки что-то похожее на иллюминатор батискафа. Патина зеленоватая, видите, да, здесь уже такая, да, часы прошли огонь и воду и медные, ну, бронзовые трубы в данном случае, и прям вот это хорошо видно, как вот превращаются и набирают характер ваши часы. Я думаю, что все, кто сталкивался с бронзой, понимают, о чем я говорю. Кто еще не пробовал бронзу, обязательно попробуйте, и она же ведь, ее всегда можно вернуть в первоначальное состояние, даже дома небольшими усилиями, если кому-то вдруг хочется. Значит, что у нас здесь? У нас здесь бронзовый корпус, да? Стальная задняя крышка, стальная заводная головка. И здесь также у нас такой вот рычажок. Сэндвич циферблат. Механизм внутри PT5000. Да, дата есть. Сейчас она скрыта. Сейчас давайте мы ее передвинем. Автоподзавод, естественно. 28 800 полуколебаний в час. Ну, это, собственно, как мы знаем, такой клон яташки. 200 метров водозащиты, сапфировое стекло, суперлюминово на метках и стрелках. И здесь метки, да, опять же, повторюсь, сэндвич, поэтому суперлюминово она как бы на нижнем. А диски, да, сверху уже идет с прорезями циферблат. Опять же, вдруг кто не знает. Есть дата у отметки 3 часа, и она в тон циферблату. Это здорово, мне нравится это такое решение, конечно же. Ну и лимитка, у бренда, кстати говоря, все лимитки, здесь лимитка 300 штук, 200 зеленых и 100 всего вот таких синих. И цена на официальном сайте $459. В базе, как видите, идет джинсовый ремешок из денима, достаточно толстый, и бахля большущая с логотипом бренда. Тоже бронзовая и ремешок с прострочкой в цвет бронзы, да, такой темно, такой выцветший, как будто бы оранжевый. И сам деним здесь выцветший. Слушайте, классное сочетание. Я знаю, что многие фанаты Panerai такого плана себе кастомные ремешки заказывают. Вот здесь он уже идет в базе, и сочетание интересное, сочетание классное, да.
Мне нравится. Ну, в целом, да, у модели стилистика здесь понятная. Крупные, маскулинные дайверы, такие же, как Panerai, Агат, кстати, да, наша российская группа, Гамма. В своей нише, понятное дело, что не для всех. Но это и хорошо. Я считаю, что все часы должны быть не для всех. Когда что-то такое мейнстримовое, масс-маркетное, это довольно-таки скучно. Значит, здесь лимитка у нас 300 штук и 258 указано прямо на верхней части корпуса. Рыбка 200 метров, как у Пама, да, такой вот знак водозащиты. И анонимом, по-моему, также стал, да, впоследствии делать. Интересно, прям здесь лимиточка. У нас скоба есть легендарная. Уж не знаю, как они обошли патент. Но интересно. Задняя крышка завинчивается. Здесь батискаф, тут подводная лодка. Лимитка указана, из чего сделан корпус. И в целом приятно. Ну и завинчивается такой вот многогранничком. Ремешок на винтах. Задние такие проволочные ушки у нас. Они так ремешок снимается. Ну и подушкообразная форма корпуса. По весу что? По весу что у нас? Тяжеленькие мужские. 184. Ну, кстати говоря, не сказать, что прям уж супер много. Давайте по размерам. Значит, подушечка у нас 44,7 на 44,8. Высота. Здесь стекло, посмотрите, возвышается миллиметра на 1,5-2, наверное. 16,2. Ремешок 26. Ну и если так уж примерить от ушка до ушка, давайте посмотрим. Это важно. 52. Ну, слушайте, это, конечно, крупные часы, но я бы не сказал, что это какой-то лютый оверсайз. Мое запястье 18,5. И вы знаете, да, если кто пробовал Радиомир или подобные часы, они носятся удобнее, чем они выглядят по размеру. Здесь, вот, как мне кажется, та же самая история. Ушки у меня за запястье не вылезают, а ремешок очень мягкий. Несмотря на то, что это толстый ремень, но понятно, что здесь сделано классно, да, он очень мягкий. Он шикарный, кстати. Я хотел бы себе такой ремень, это классно. Очень удобно. И как раз таки вот вроде бы крупные, большущие часы, а на запястье сидят максимально удобно. На лето, на жару, на солнце, а еще на осень, когда уже хочется такие теплые часы на запястье, это как раз тот самый вариант. Ух ты! Давно я не носил бронзу, и это то чувство, когда она прям греет тебе запястье, и особенно с этим ремешком, вот с этим удобством. Как, знаете, вот, может, странное сравнение с этими часами, но как хорошие такие удобные домашние тапочки или удобные, не знаю, кроссовки. Вот прям влез, и все, и они прям у тебя сидят как литые. Прям классно, а? О, мне понравилось. И люм сейчас прям засветил, прям вау, вообще душевно. Здесь прям вот подобрали интересно. И знаете, обычно ожидаешь какой-нибудь кожаный ремешок или что-то каучуковое, а здесь идет джинса. И мне кажется, с этим создатель Андрей угадал, потому что необычный и сразу классно. Сразу получаешь классный ремешок. Это прям такие, слушайте, я вот даже не подумал сначала. Это плюс большой. Мне, честно говоря, эта модель напомнила о такой вот золотой эре стиля Panerai, да, который вот сейчас немножко такой на втором план ушел из-за того, что популярность крупных часов, она несколько снизилась, и как-то вот такой расцвет Пама, да, как будто бы остался позади, я думаю, все циклично потом опять будет. Когда вот у нас было очень много разных бронзовых, в том числе часов, можно было много из чего выбрать, много было микробрендов, которые прямо на это построили свои линейки, тут же группа Гамба, Мувас, Анонима, кстати, да, Магрет, там, и многие-многие другие. Мне сейчас, честно говоря, таких часов не хватает, и вот иногда думаешь, что хочется что-нибудь такое вот в коллекцию, бронзовичок, и вот батискафа, почему бы нет. Конкретно в этой модели, с одной стороны, много от Пама, то есть, да, и, понятное дело, скоба, да, и проволочные ушки, и сэндвич, в частности, да, Радиомир, если вспоминать. Но, с другой стороны, это вполне себе своя модель со своим дизайном, со своей душой и со своим стилем. То есть, вот, глядя на циферблат, на вот такой вот корпус, который вообще, вот, я впервые такого плана встречаю, разметку и такую ширину и соотношение циферблата к корпусу, и при том, что это достаточно гармонично выглядит, они ни на что не похожи, да, то есть, есть нотки, есть понятно, откуда идут ноги, да, но
но они не похожи на другие модели. Это классно. Свой характер, свой дизайн, свой вот корпус. Да. Интересно. И, конечно же, магнит для ремешков. Магнит для ремешков. В этом плане, знаете, может быть, хотелось бы видеть... Ну, эта модель уже распродана, да, ее нет в наличии. Это лимитка, да, лимитка закончилась. Если какая-то другая версия будет выходить, а вроде бы будет выходить какое-то измененная, да, это такая модель, то хотелось бы, наверное, крепление не на винтах, потому что вот у меня был радиомир, и это, конечно, тяжело это все менять. Проще, когда кнопочкой какой-нибудь, да, как вот у некоторых моделей по NRAM. Было бы классно. И, знаете, здесь еще важный, наверное, тоже момент, что когда бронза свежая, без патины, то очень хорошо сочетаются золотистые стрелки и светлый, яркий такой, опять же, золотистый корпус. И здорово перекликается. Когда корпус уже патину набирает, вот стрелки, они, как мне кажется, может быть, их хотелось бы более тусклыми, более матовыми, как и циферблат, да, видеть в этом случае. И циферблат, чтобы тогда сочетался с ремешком. Ремешок такой выцветший, да, а циферблат достаточно яркий. Но здесь, с другой стороны, можно разные ремешки попробовать. Но мне кажется, вот в этом плане было бы интересно иметь разные варианты, разные там тона, может быть, на цифере, то есть выцветший, да, как вот ремешок, например. Было бы, мне кажется, здорово. Ну, посмотрим, что там выйдет следующая модель у Андрея. А мне нравится. Мне нравится. Они вызывают только улыбку. У меня, как у большого любителя ИПАМа и большого любителя вот часов такой стилистики, я, конечно, в восторге. Мне нравится. Вот их, знаете, опять же, вот такие часы и бронзу в том числе, ее чем больше держишь в руках, тем она больше начинает вот тебя вот очаровывать, что называется, да, в душу вот влезать, и потом не вылезает. Ну что ж, вот такие часы. Напишите, как вам эта модель, какие, может быть, еще модели батискафа вам нравятся, может быть, что-то еще показать на канале. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.